Самые лучшие растения для малоуходного сада с маленьким бюджетом – это спиреи. Большинство сортов японских спирей – невысокие кустарники. Впрочем, есть кустарники спиреи побольше – Грейпшейм, Вангутта. Недавно увидела в продаже и 1,5–2-метровую японскую спирею Magnum Rose. Надо бы купить. У спирей типа Gold Flame, Magic Carpet и Merlot Star на концах побегов растут красные листики. И для малоуходного сада это находка, так как кустик этот смотрится как цветущий шарик, который меняет свою окраску в зависимости от времени года. Весной кончики красные, потом становятся оранжевыми, потом зацветает темно-розовыми цветочками. Отцветая смотрится по-прежнему красиво и можно до следующей весны не обрезать совсем. А можно часть кустиков обрезать после цветения, как это сделала я, а часть оставить нетронутыми. Но ведь все мы любим разнообразие, правда? Из средних 40–50 см я бы посоветовала спирею Little Princess. У нее мелкие листики, очень компактная и так очаровательно смотрится стриженными шариками, словно зеленые бугорки вырастают посреди цветника. Некоторые даже путали эти спиреи в моих видео с мшанкой. Еще более мелкая спирея – это Golden Carpet 20–30 см. Весной и в начале лета листва ярко-желтая, тоже растет хорошеньким шариком. Лично я особо не заостряю внимание на их цветении, так как оно недолговечно. Исключаю мои незнакомки, которые цветут почему-то не переставая до середины октября, и отцветшие соцветия не бросаются в глаза. Дело в том, что многие мои спиреи я вырастила из черенков, и точно сказать, что это за сорт, я теперь уже не могу. Но экспериментировать с помощью разной обрезки никто не запрещает. Об этом чуть позже. Очень шикарно смотрится и долго цветет двухцветная спирея Шарабана. На кусте одновременно и белые, и розовые соцветия. Хотя я все чаще слышу, что ее сложно вырастить, так как розовый цвет забивает белый. И купив, казалось бы, двухцветный кустик, в итоге у вас цветет только одним цветом. Пару кустиков у меня покупные, и они цветут как надо. А вот еще пару штук я вырастила из черенков, и вот у них белого практически нет, только розовый. А вот еще одна причина, почему спиреи надо сажать в малоуходный сад. Да и вообще в любой сад. Честное слово, я никогда свои спиреи не удобряла. Я вообще ни хвойные, ни кустарники не удобряю. Я их даже не поливаю. Конечно, многое, вероятно, зависит и от условий произрастания. У нас в Эстонии жаркие дни бывают редко. Большинство моих спиреи и других растений посажены в геотекстиль, на котором сосновая мульча. И они прекрасно себя чувствуют. Правда, весной, вернее в начале лета 2023 года, у нас была длительная засуха. И когда лилейники стали желтеть, посаженные рядом со спиреями, я все же на одну ночь включила разбрызгиватель прямо на клумбу. Но это все. Больше я не поливала. Меня не раз спрашивали, как я борюсь с муравьями под геотекстилем. Да никак. Под геотекстилем у меня их нет. А вы знали, что муравьи массово уничтожают многих насекомых-вредителей в саду? Вот я, например, не знала. И теперь к муравьям отношусь с большим уважением и не трогаю их, если они мне не мешают. Как сохранить красивый вид спиреи на весь сезон? Я видела у некоторых садоводов, да и у себя заметила, что ошибка в обрезке весной скажется на декоративности спиреи летом, а особенно после обрезки отцветших соцветий. В чем тут фишка? В одном из своих видео о весенней обрезке я тоже совершила ошибку. Теперь делюсь своим опытом с вами. Внимание! Обрезать ли и как надо обрезать спиреи весной? Эти спиреи были обрезаны после цветения еще летом. Этот куст немного подрастет и будет более пышный. Ранней весной он желтого цвета. Это зелененький и низкорослый. Но так как у него есть пространство вокруг, я его тоже не буду подрезать меньше, чтобы был бы большой шарик. Мне хочется, чтобы здесь они выглядели такими шариками, примерно как сейчас. Но если они будут отрастать, они вырастут такими, и все сольется. Поэтому их надо еще обрезать, хоть я их и обрезала после цветения, для того, чтобы они были маленькими шариками. Ну, примерно такими. Даже все равно они, скорее всего, немножечко сомкнутся.
Обрезайте низкие и средние спиреи почти в ноль, то есть сантиметров 5-10 от земли. Когда они в течение лета подрастут и отцветут, то, срезав отцветшие соцветия и немного захватив и зеленые побеги, у вас получатся просто идеальные шарики. А теперь скажу, что будет, если вы весной не обрежете или обрежете только соцветия. Эти спиреи я решила не обрезать. Новые побеги вырастут гораздо короче. Будут видны одревесневшие старые веточки. И если после цветения вы захотите обрезать хоть чуточку, этих одревесневших веточек будет видно еще больше. И это некрасиво. Те, что я обрезала почти под ноль, выросли очень пышными кустиками, ровненькими. После цветения я обрезала довольно сильно. Конечно, не так, как весной, но все же. И они остались по-прежнему очень красивыми. Нигде по краям не было коричневых одревесневших веточек, а весь шарик был зеленый. Спиреи я обрезала 13 августа, а вот так эти кустики выглядят уже 1 сентября 2023 года, то есть спустя 2,5 недели. Теперь смотрите на этот кустик, который я весной пожалела и не стала низко обрезать. Только убрала отцветшие соцветия еще прошлым летом. Кустик плохо нарастил молодые побеги и листву. Местами видны проплешины, поверхность кустика неровная. И теперь при обрезке спрашивается, что я буду обрезать, что останется. Будет еще хуже. Ну, совсем страшным этот кустик не назовешь, но в жизни он выглядит хуже, чем на видео. Несколько лет назад весной я их обрезала мало. За лето они срослись, солнце не попадало между кустиками, и после обрезки красивые шарики уже не получилось бы сделать. Не жалейте низкорослые и средние спиреи весной, обрезайте максимально. Еще одна моя большая ошибка – посадка спирей слишком близко друг к другу. Когда сажаешь, то первые 2-3 года кажется все хорошо, а потом выясняется, что тесно. И хоть декоративным садом я занимаюсь более 10 лет, наступаю постоянно на те же грабли и все равно сажаю кустики близко друг к другу. Лучше среднего роста спиреи сажать друг от друга или других растений на расстоянии как минимум 70-80 см, а то и метр, чтобы кусты могли полноценно развиваться и не мешать друг другу. Единственный кустик, который я посадила с достаточным расстоянием вокруг, это Golden Princess. Поэтому мне не надо его весной очень сильно укорачивать. Вообще спиреи надо обрезать минимум на 30%. Соцветия спирей держатся не более 2 недель и быстро становятся коричневыми. На некоторых спиреях это выглядит не очень заметно, и постоянно отрастающие новые побеги вновь начинают цвести, а старые теряются в глубине куста. Стоит ли ждать, когда спирея полностью потеряет свою декоративность? Может, лучше обрезать ее, пока она еще более-менее смотрится? Чем раньше обрежете, тем быстрее отрастут новые побеги, и может даже во 2-й раз зацветет. Вы экспериментируйте, найдите для себя то самое лучшее решение. Я же всего лишь хочу, чтобы вы узнали и о моем опыте выращивания спирей. Внимание! Не стоит под ноль обрезать высокие японские спиреи, так как их быстро отрастающие новые побеги не успевают одревеснеть и просто разваливаются. Это касается и трехцветной макрофилы, и вот этой безымянной, которую я укоренила из черенка. Весной я один срезала в ноль, второй летом укоротила наполовину. Весной обрезанный кустик неприглядно развалился, а тот половинчатый оброс новыми побегами и стоит как оловянный солдатик. Несколько кустиков спирей я решила обрезать еще до цветения, так как они росли рядом с розами, и мне не хотелось, чтобы спиреи загораживали розу. К тому же кусты были какой-то неопределенной формы. В общем, укоротила их 23 июля. И когда другие спиреи отцвели, эти только начали свое цветение в конце сентября. Да еще так красиво и обильно. Вот вам и второй лайфхак. Обрезайте летом спиреи в разное время. Тогда и зацветут они в разное время. Ах да, если какая спирея попадет под укрытие с розами или другими растениями, то и новые побеги начнут расти, и цвести она начнет раньше других.
Вот посмотрите на эти две спиреи. Это одинаковые. Вот это вот и это. Вот это была вместе с розой под укрытиями. Когда я открыла розу, она уже была зелененькая, эта спирея. А это, на ней вообще не было еще листиков. А теперь еще расскажу и об обрезке серой спиреи Грефшейм. Вот эта спирея была посажена 15 лет назад. Сначала она росла в другом месте, потом я ее пересадила и укоренила 3 черенка от нее. Обрезать мне ее было жалко. Весной она цвела не очень, но, как я и говорила, для меня цветение кустарников не принципиально. Меня спрашивали, как я ее обрезаю, что она такая большая и красивая выросла. А я отвечала, что никогда и не обрезала, жалко было. Но в позапрошлую зиму ее совсем сильно развалило снегом. Побеги изогнулись до земли. Тогда весной решила кардинально обрезать ее. Но опять пожалела. Подумала, что ведь целое лето это будет ужасный вид. Может, для начала покромсать все ветки, которые склонились до земли? Но вырезала я их не полностью, а от земли от 50 сантиметров до метра, наверное. Самую старую спирею я как бы лесенкой обрезала. Не специально, просто так получилось. Говорю же, я не знала, как резать. Покромсала и все. Не судите строго. Мелкие веточки нигде не трогала, если они не выбивались из контура шара. Боялась, что иначе зелени вообще не будет. Все толстые ветки после обрезки обросли новыми побегами в местах среза. И посмотрите, теперь мои спиреи очень красиво смотрятся. И эти спиреи теперь без труда перенесут последующие зимы, не развалятся. А вот и первое весеннее цветение после обрезки. Для более обильного надо каждый год после цветения обрезать отцветшие веточки. Не знаю, буду ли это делать. Красивый сад быстро – это спиреи, пока хвойные не выросли. Спиреи добавляют объем и глубину в саду и не требуют постоянного внимания.